Только двери закрою. Есть, чтобы нам никто не мешал. Да, и я надеюсь, что будет все окей со звуком. Я тоже. В тот Это раз, как уже у нас было мощно. да, согласна. Я тоже об этом только что вспоминала перед тем, как присоединиться. Как ты? А, в задумчивости. Ты знаешь, во-первых, конечно, с прошлой сессии состояние становится лучше. А, думала про запросы, их, как обычно, целая куча. Выложу сейчас как есть, и в Извини, может, процессе прости? может, перебью буквально вот один момент. Ты говоришь, объясни немножко, в чем лучше, как это проявляется, как ты это видишь. Я стала спокойнее. Ты знаешь, вот, состояние стало, то есть, скорость, качели замедлились. Э, я не могу сказать еще, что на 100-500% вернулся тот кайф и то состояние, которое потерялось, пару недель назад в медитации, но есть проблески. И эти проблески дают мне надежду. И эти проблески дают мне энергию идти дальше. И как раз вот пройти дальше, э, сегодня и есть мой вопрос. М, Прийти дальше. И здесь как раз, сразу перехожу тогда к тем темам, которые всплывали. И это и про деньги, и это и про собственную проявленность, и это про, а, страхи с диссертацией, потому что, я сдала первую главу, я получила первый фидбэк от, научного руководителя, а, который хороший, потому что я-то ждала, что мне сейчас напишут, что давай, до свидания. Вот, в общем, такого не написали, поэтому процесс продолжается. И 3 числа будет следующая встреча. И с одной стороны, вот я говорю про собственное расширение в рамках диссертации, это должно быть про сужение. Тоже такой важный для меня момент. А самый главный момент, вот прямо на эту минуту, который самый горящий и который связан со всеми предыдущими, вот со всем тем, что я сказала, это про, то, что мне надо принять важное решение, потому что я хочу пойти в очередное обучение, и оно не коучинговое, оно продажное. И хочу уже очень давно, потому что как бы мне, как рефлектору, надо долго подумать, надо с этим походить. Я хожу, наверное, год. Ну, то есть это уже долго, даже для рефлектора. И главное, что меня здесь останавливает, это те самые деньги, потому что это для меня это очень дорогое обучение. Первый момент. Второй момент. У меня через, пару месяцев начинается еще более дорогое коучинговое обучение. А, и при этом я понимаю, что, ну, коучинговое обучение можно проходить бесконечно, но пока у меня нету первого пункта, первого, вот нету стратегии, нету понимания продаж, вот нету всех этих, классических историй, ну, хоть 110 пройди еще обучений. Поэтому они оба важны. И тогда та сумма, которая на первое обучение, вот на продажам, ну, просто х 2. Она и так для меня большая, а поскольку они идут вдвоем, ну, то есть один за другим, у меня даже не будет времени, а, подстелить соломку.
И при этом я знаю, а, поскольку я очень давно живу в этом состоянии, а, тотальной неизвестности, когда объективно я не знаю, ну, вот у меня будут завтра деньги, пойти в магазин, хлеб купить, а, или я могу пойти завтра и купить, себе, там, не знаю, поездку какую-то, или вот, э, стабильности нет. Я к этому привыкла, с одной стороны. А, с другой стороны, последнее время учусь этим управлять. И в тот момент, когда я учусь этим управлять, оно становится управляемым. Но это мы сейчас уходим к ту тему, в те темы, которые мы обсуждали, на предыдущих сессиях. Окей, понимаю. То есть вот мне, от нашей сегодняшней сессии я хочу принять решение. И, кстати, когда я готовилась к сессии и рефлексировала, я понимаю, что оно, с одной стороны, как обычно по классике жанра, оно принято. А, но не до конца. И то есть оно кем-то принято, кем-то не принято. И, в общем, мне нужно его либо принять, либо родить что-то другое к концу. И, в общем, вот, с этим результатом и пойти в мир уже, что либо я иду, либо я делаю что-то другое. Ну, то есть, потому что я по-любому куда-то иду. Э, вот. Ань, спасибо большое, что поделилась. Знаешь, у меня такой вопрос. А кто должен принять? Потому что ты говоришь, что да, есть кто-то говорит и нет, кто-то да. Кого будем слушать? Кто решает? Кто будет Ты знаешь, принимать? а, ты знаешь, когда думала над этим вопросом, мне хотелось вообще даже, а, предложить тебе сделать эту сессию, чтобы я, например, ушла в медитацию, закрыла глаза и разговаривала бы с тобой оттуда. Потому что это именно то состояние и то место, откуда, должно быть принято решение. И тогда это не про кто, тогда это именно про вот прям тотальность, тогда это про целостность. Вот, по ощущениям мне так кажется, дальше вскрытие покажет. Ты хочешь сейчас войти в медитацию? Как чувствуешь? Ты знаешь, я хочу, и давай мы это сделаем вот по ходу дела. То есть, когда я пойму, я просто закрою глаза и все. Просто чтобы ты понимала, что это не значит, что "давай, до свидания, Яна, мы закончили, я посплю", что я тебя слышу. Хорошо, хорошо, договорились. Такой еще интересный момент. А скажи, вот ты делилась тем, что в протяжении года ты пытаешься принять это решение. Так, подожди, извини, еще один вопрос. Дай, забыла. По поводу решения. Это решение идти ли тебе в курс по продажам, я правильно понимаю? Окей. Именно это, именно это. Вот, и тогда к вопросу. На протяжении года ты ходила с этими мыслями. Сейчас ты опять, вот конкретно вот сейчас к этому вернулась. Или решила этот вопрос говорить, ну, как более так ребром я поставила его, да. А, потому что получила опять внешнюю стимуляцию, когда я опять увидела, что этот эксперт опять проводит этот курс, а, пошла на какой-то мини-бесплатный продукт, как обычно на нем сразу получила пользу. Ну, то есть классическая маркетинговая история. И еще я хочу сказать, знаешь, вот,
по поводу звука. У меня исчезает по половине твоего вопроса. И я, э, как раз вот в то, что я хотела сделать эту сессию в медитации, вот я также буду стараться тебя понимать без звука. То Как и интересно, я тебя слышу хорошо, но я не знаю, ну смотри, если что, можем перезайти, но Ты у меня знаешь, я слышу тебя нормально, а нормально, а потом раз — и что-то выпадает. Я все равно понимаю смысл. Так что, вот, мне этот вызов интересен. а чем он тебе интересен? Он мне интересен тем, что для меня вот, а, про то, что я сказала, что я хочу это сделать из тела, я хочу это сделать из медитации. Для меня вот эта невербальная история коммуникации и с собой, и с внешним миром необычайно важна. И во многом она для меня даже, первична и понятнее, потому что все, что связано с разговорами через рот, мне не всегда просто. А, вот так оно мне понятнее. Слушай, а как ты будешь понимать решение, это то решение будешь чувствовать, понимать его, как? Ты знаешь, во-первых, будет уверенность. Это первый момент. А второй момент, а, я не думаю, что здесь так будет. Вот помнишь, когда мы на самой нашей первой сессии говорили про решение по диссертации, тогда я сказала, что, это не я его приняла, это оно меня приняло. И, в принципе, я могу решать, я могу не решать. Оно есть, вот эта история, и она будет реализована. От моих решений уже ничего не зависит, уже приплыли. А, н но та история, с диссертацией, как мне кажется пока, она значительно менее, финансово затратная, и она не требует от меня таких больших финансовых вложений. А для меня именно то, что связано с финансовыми вложениями, всегда вызывает наибольшую сложность. Именно в силу того, что я в поле неопределенности живу. Стоит ли нам сейчас сюда посмотреть, в это поле неопределённое? Второй раз о нем говоришь, ты вначале я уже привыкла к этой неопределенности, вот сейчас опять говоришь об этом, вот насколько это важно. Ты знаешь, если мы пойдем в него смотреть, мы уйдем абсолютно в деньги. А, безусловно, это, с одной стороны, очень важный момент. Мы можем, с удовольствием, я буду счастлива вынести его на следующую сессию. Но пусть оно пока постоит давай его не будем далеко убирать, пусть оно стоит, рядом, а мы посмотрим, нужно ли будет его пригласить и будет ли оно как-то нам фонить на это решение по обучению. Ты знаешь, у меня вот в голове крутится вопрос. Ты тоже мы уже говорили с тобой, на сессии, да, то, что там есть вот оно, да, и оно там принимает. А вот это решение, которое принимается с этого уровня, оно целостное или оно какое? Как ты себя чувствуешь? То, которое принимает меня, Да. То есть вот мы говорили, что ты хочешь принять, ты рассказывала про медитацию, да, это уровень, ну, как я понимаю, целостность. А вот это вот оно, эта целостность, это как? оно это про это. Оно это именно про целостность. То есть когда вот абсолютно в моменте, когда абсолютно цель вижу, не вижу преград, и когда вот прям, ясное видение.
что чего сейчас не хватает, возможно, для этого Страх, конечно, и вот оно начинает врываться, это поле неопределенности. А, Не хватает гарантий и не хватает уверенности, в том, что я смогу заплатить. То есть, насколько я слышу уже который раз, повторяешь, деньги или с этой уверенностью, и только деньги? Не услышала тщательно вот полностью твой вопрос, услышала про уверенность и деньги и пошла думать в эту сторону. У меня нет, ну, вот сходу нету ощущения, хотя, может быть, и есть. Да, ты знаешь, наверно, есть, потому что прямо вот хотелось сказать: "Не, нету", а потом я прям чувствую, как оно там, начинает подниматься, и оно есть. Оно, конечно, есть. И, ну, вот я не знаю, но приходит, как если бы тогда что получается, что моя уверенность, зависит от денег, и моя взрослость зависит от денег. Вот подожди, тут что, прям вот странное что-то, Ян. Знаешь, и здесь тогда вот, я пошла думать, что вот что такое для меня деньги. И тогда получается, деньги для меня — это, а, стабильность и безопасность. Значит ли это, что я себя сейчас чувствую нестабильно и в опасности? Нет, потому что я абсолютно, 24/7 чувствую себя любимым ребенком Бога, которого несут за пазухой, и у которого вообще все есть. И, э, вот в чём тогда вопрос? Вот все и тупик. И дальше я не понимаю, куда мне надо смотреть. Потому что вне зависимости от того, есть деньги, нет деньги, нету денег, все есть. То есть есть где жить, есть что одевать. Ну, то есть вот глобально все есть. Но для того, чтобы заплатить за курс, мне нужны эти деньги. А, вот мне кажется, что я когда сейчас так извернулась, чего-то важного не вижу. Поэтому если вдруг ты что-то видишь, то ты мне это, пожалуйста, скажи. Слышь, ты когда сказала про то, как ты меня еще слышишь? Кусками. Ясно. Очень интересно. Ты когда говорила про тупик, и у меня возник вопрос. Так, ладно, я чуть поднесу телефон. А что является, как думаешь, что
что является первопричиной этого? Ты знаешь, первопричиной тупика, является вот, ну, новая для меня парадигма жизни. А, Потому что я так никогда не жила. И для меня вот все там последние, может быть, там 7-8 лет, 6, 7, не знаю, новый опыт. Ну, вот мне кажется, я долго вот это все 6 лет — это долго. А можешь сказать об этой парадигме немножко? То есть конца в курсе, ты говоришь, вот изменилась новая парадигма. Ты знаешь, да, это связано с тем, что я развелась. И если до момента развода, ну, вообще просто у меня не было никаких финансовых проблем, и мне даже не надо было думать вообще ни о чем на эту тему, то теперь мне надо думать на эту тему. И это думание не дается мне легко. И периодически я начинаю куда-то думать, упираюсь, э, не понимаю, где я, иду назад, оттуда опять начинаю думать, опять куда-то прихожу, опять во что-то упираюсь. В общем, вот пока так у меня эта история. А если не думать? Вот если не думать, это абсолютно прекрасная вещь. Это тогда прямо все огненно. Потому что тогда прямо сразу хорошо, тогда мы возвращаемся, тогда я возвращаюсь, в текущий момент и моментально себя из него выбиваю, потому что объективно надо платить за курс. У меня есть предложение. Можно, не знаю, сколько слышишь? Ты много говорила о том, что еще в начале, да, что ты очень хочешь принять решение суда, потому что как бы тебе сложнее. Тоже, кстати, к этому пришли. Как бы вообще, как бы выглядело это решение? Его вот принимать с этой там не отсюда или не откуда, а она вот с целостности. Как бы оно тогда, возможно, звучало или как видишь? Пошла смотреть, Ян. Давай. Э, Знаешь, вот интересный момент. Когда я
первый раз вставала на гвозди, для меня это было абсолютно был бесценный опыт, из которого я вышла с инсайтом, что мне абсолютно необходима поддержка. Потому что в тот момент, когда э, мастер, или, в общем, тот, кто учит, гвоздистоец, не знаю, как это называется, э, просто стоял рядом со мной, я вообще могла стоять хоть неделю, пожалуйста, но как только он пытался отойти, все прямо адская боль, взрыв сознания и ужасный ужас. Как только он подходил, все нормально, вот просто чтобы он был рядом со мной. И для меня это про важность поддержки и про важность просить эту поддержку. И сейчас, когда я пошла смотреть, в себя, вот как я могу сама для себя стать этой поддержкой? Как я могу вот как я могу это сделать? И тогда это про то, что мне надо вырастить, создать, может быть, она во мне уже есть, тогда ее найти. Вот эту часть, которая пока в дымке. Я даже не могу тебе сказать, что это, кто это. Потому что это не про внутреннюю опору, это про что-то другое. И это как раз, наверное, про целостность. Это про, расслабление, в котором как раз и есть и, стабильность и безопасность. Но совершенно вот я понимаю, что мне это надо, а, либо извне сначала, как помощь растить это внутри, как некое пространство, где я могу это растить. И все таки мне кажется, важно посмотреть, вот это что. И знаешь, ну, вот я не могу сказать, что это взрослость, потому что первая приходит, история про взрослость, но нет. Наверное, это опять все про расслабление. Но я и вот круг замыкается, и мы опять оказываемся тогда это про здесь и сейчас, и про важность, нахождения в моменте. И знаешь, вот мне кажется, еще вот тоже интересный такой момент. Я тоже думала, когда к сессии готовилась. Вот
все предыдущие дорогущие обучения. А, как я там принимала решения и как оно все складывалось. И знаешь, оно же как-то складывалось. И, в общем, нормально складывалось. И знаешь, вот почему-то становится грустно. Чем вызвана эта грусть? Ты знаешь, вот она возникла, когда я стала говорить, что нормально складывалось. Потому что, ну, нормально это что? Ну, я не под мостом, я не оказалась под мостом, это правда. Было ли тяжело? Ну, конечно, было тяжело. Справилась? Справилась. Как я хочу по-другому, потому что я не могу справляться постоянно. Вот это состояние и эта история с исправлениями, она не ресурсная и не способствует расслаблению. Ты знаешь, так интересно. Чем больше я расслабляюсь, тем больше я могу сделать. Чем больше я, а, спокойна и чем больше я в моменте, тем больше я могу сделать. И сделать именно спокойно, вот без надрыва, без справления, без жертв. Поэтому для меня, это состояние, оно прямо мега важное. Насколько как ты чувствуешь? Ты знаешь, я опять качаюсь, опять поехала на своих качелях, потому что в тот момент, когда если я убираю мысли, если я расслабляюсь, вообще все окей, все легко. А, но как тока я понимаю, что, ну, иди заплати, то раз и вышибает сразу. Можно дополню? Буду Не признательна. было, что по обучению, обучение. Причем все понятно, туда идешь, рубля, банально говоря, Не 2. информации. Вот в чем разница-то? Мы сейчас про коучинг не говорим, а там вот проблемы.
Что там такое? Сопротивление там, в чём дело? Ты знаешь, наверно, ты знаешь, ну вот интересная мысль, потому что, с одной стороны, а, про коучинг понятно, потому что это про кайф, это про удовольствие, это про расширение, а это обучение, так надо же будет идти и что-то делать. Интересная мысль, да, потому что как бы коучинговое обучение, ну, обучился и кайфуй себе дома тихонько, никто тебе не мешает. А здесь они же будут тебя, стимулировать: "Иди, работай", и так далее. Э, Давай посмотрим тогда вот в этот протест. Это что, 36 минут у нас прошло Да, уже? кстати, вот как раз хотела спросить, как да, мы как те Давай прям, ну, пару минут посмотрим в этот протест, и я буду думать, потом дальше посмотрим, что там всплывет. Мгм. Да, конечно. Ты знаешь, вот этот протест, ну, тогда мы упираемся опять вот в те истории, которые были в начале, которые мы решили, чтобы они рядом постояли и не отсвечивали. Э, про проявленность, про совершенно новую для меня, ну, не совершенно новую, но достаточно новую для меня историю. Может быть, где-то даже про насилие. Они же меня будут заставлять. Ну, в Боже, смысле, что они. мысли вообще. Что-что? Я говорю: "Откуда у тебя такие мысли? Прям они же меня будут заставлять". Ты знаешь, не то, что они будут тебя заставлять, меня заставлять. Это про то, что, ну, либо я делаю и получаю результат, либо я не делаю, не получаю результат и философствую: где деньги? Как интересно, сейчас опять к деньгам. Слушай. Вот здесь что-то есть, но я пока это не вижу. Это про то, что иди и делай, и будут деньги, но у меня нет ощущения, что я не делаю. И у меня нет ощущения, что я делаю недостаточно. Но, с другой стороны, наверное, недостаточно. И, наверное, надо делать больше. И, наверное, вот на это делать больше, и то, что тебе еще будут говорить, что тебе делать, для меня это всегда прямо вот мне это прям сложно. Как ты думаешь, вот чему на самом-то деле, вот какие там вторичные причины этого сопротивления? Ты знаешь, это про вот, наверное, про действительно про начало какой-то совершенно новой для меня истории. И с тем, что мне кто-то мне будет что-то говорить. Но здесь как бы тоже
такое себе объяснение, потому что я давно слежу за этим человеком. И там, если раньше я была подписана на 100-500 аналогичных людей, то я постепенно от всех отписывалась, отписывалась, отписывалась. В итоге она есть. И это я к тому, что я ей совершенно доверяю. Ну, наверно, да. Так тяжело только что. Выдохнула прям. Фух. Да, ты знаешь, потому что, ну, как бы вот так вот, если смотреть на себя со стороны, ну, типа, опять я во что-то вмазываюсь. Э, ну, типа, ну, окей, ну, хочешь — попробуй. Наверно, вот так. А смысл этого вмазывания тогда? Как ты видишь Расширение, расширение? расширение. Мгм. А как поменяется твоя жизнь с этим расширением? Насколько ты там будешь чувствовать себя комфортно? Ты знаешь, вот мне кажется, что комфортно, потому что когда я себе это представляю, когда я смотрю, что я буду там чувствовать, там, как это было бы, могло бы быть, чтобы мне было окей, я вижу, как это может быть окей. Ну и потом, наверное, если как бы если я делаю действия, которые меня не приводят к важному для меня результату, значит, мне надо просто начать делать другие действия. И тогда я просто хочу попробовать, другие действия. А вот это действие, к какому результату оно должно тебя привести? Оно должно привести меня в первую очередь к материальному результату. Да. Слушай, а как изменится твоя жизнь, вот когда этот материальный результат вот, он будет? Ты знаешь, мне кажется, а, вот это всегда такой для меня сложный вопрос, потому что, а, если мы туда сейчас пойдем, то круг замкнется. Мгм. И потому что она объективно, может быть, она и не сильно изменится. Опять-таки приходим туда, с чего начали, потому что у меня и так уже все есть. Поэтому оставим место для чуда. Что пусть она как-нибудь в лучшую сторону, наилучшим способом, для максимального моего кайфа и радости, трансформируется во что-то еще более прекрасное. Вот так. И тогда становится легче, и тогда, в общем, можно сыграть в эту игру. Окей, у нас как раз 45 минут. Можешь, давай подытожим, что было для тебя важно, что было продвигающе, берешь с собой. Сколько тебя устраивает то, к чему пришли в сессии. Ты знаешь, да, устраивает, и я беру с собой то, что я хочу в это поиграть.
Я не хочу здесь делать много вселенской значимости и просто поиграть. Ну, не сработает, значит, будем думать дальше, как еще можно, как можно это сделать по-другому. Пока пусть так. А что сейчас с решением у тебя? У тебя был запрос на решение. Как оно там? Чувствуешь? Ты знаешь, да, ну, как я и сказала, что я думаю, что оно, наверное, уже принято, оно действительно принято, я пойду. А, и у меня как раз вот, через 20 минут созвон с, куратором этой истории. Насколько возможно, попробую оптимизировать, выплаты, суммы, рассрочки, вот все эти истории, и пойду посмотрю, как оно у людей бывает. Что сейчас с уверенностью? Тоже они говорили на протяжении сессии. Ты говорила, что будет уверенность. Как оно там? Ты знаешь, она, есть, и она спокойна. То есть я не чувствую какой-то тревожности, паники. И вот, что пусть это будет как игра, ну и потом, когда не на пенсии же мне играть. Так что вот так, наверное. Слушай, Спасибо какие большое. последний вопрос, чтобы закрепить немножко, заземлить, какие могут быть вот сейчас проявления твоей вот этой игры, возможно, первые какие-то шаги, хотя ты уже сейчас сказала, да, что у вас он через 20 минут, нужно что-то в реальной жизни. Ты знаешь, и обучение там начинается уже, по-моему, через неделю, и, оно все построено на реальных шагах. И это как раз вот то, о чем я говорила, что они будут меня заставлять, что-то делать. И если я буду это делать как игру, то тогда сопротивление становится значительно меньше. Я не могу сказать, что оно уходит совсем, потому что для меня это будет новый первый опыт, но легчает. Классно. Знаешь, у меня все равно вот этот вопрос, а если не будут заставлять, да? Дела, что не будут заставлять, да? Возможно ли с этого состояния получать кайф, когда оно там отзывается, с этого обучения? Ты знаешь, я не знаю, но я предполагаю, что, конечно, глобально, физически никто не может меня заставить. Но это же, как я потом, какие претензии я могу предъявить? Типа вот, я ничего не сделала и не работает ваше обучение. Не получится. Вот если я все сделаю, что они говорят, и не получится, ну тогда, э, деньги на стол верните. Классно. Ты знаешь, я бы хотела завершить метафора, если ты не против. Я только за. Раз говорила про эту качается, то меньше, то больше. У меня, знаешь, такое типа размышление о том, что для чего качели, какое предназначение этой качели-то. Вот. Может, Да, спасибо большое, Ян. Беру на подумать. вижу. Прекрасно. Ай, Пространство сработало. я тебя и вижу, и слышу, Ян. Да. Я вот буквально секунды и все, и ты вот, ну, Это пространство говорит нам, спасибо. что время вышло. Да, да, да. Как можем завершать? Спасибо большое, Ян. Да, спасибо большое. До встречи. Пока-пока. Да, Спасибо. Спасибо. пока.